Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусный чизкейк Баунти. На песочной основе вкуснейший сырно-кокосовый слой и молочно-шоколадная глазурь. Для основы нам понадобится 150 грамм печенья. Можно взять любое, а у меня это ПП-печенье без глютена. Я приготовила его по своему рецепту, только со сниженным содержанием жиров. Ссылку на рецепт оставлю в описании под видео. Перекладываем печенье в блендер. Я буду измельчать в своем блендере Raw Meat, которым с удовольствием пользуюсь уже более полугода. Он легко и быстро измельчает печенье в мелкую крошку, благодаря чему мы получим полностью однородную, гладкую основу для чизкейка. Добавляем крошки из печенья, молоко или другую жидкость. Добавляем порциями и каждый раз хорошо перемешиваем. Нужно добиться пластичной консистенции, из которой потом легко будет сформировать основу. Суммарно у меня ушло 150 грамм молока. Вам может понадобиться больше или меньше. Получается вот такая пластичная масса, которая хорошо слепляется в комок и не разваливается на куски, если нажать на этот комок. Собирать чизкейк я буду в кондитерском кольце диаметром 16 см. Выкладываю половину теста для основы и формирую бортики высотой примерно 6 см. И оставшееся тесто выкладываю на дно. Выровнять и дно, и бортики очень удобно с помощью стакана с плоским дном. Верх бортиков я равняю с помощью обычной ложки. Разглаживаю. Если нападали крошки, приминаем их стаканом. Получается вот такая идеально ровная основа для чизкейка с бортиками. Накрываем форму пищевой пленкой, чтобы основа не подсыхала, и храним в холодильнике до готовности сырного слоя. Замачиваем 6 грамм желатина в 36 граммах воды и оставляем набухать по инструкции. Для сырного слоя нам понадобится 350 грамм творожного сыра. Все продукты желательно заранее достать из холодильника. Перекладываем сыр в блендер. У меня и с этой задачей идеально справится Raw Meat. Добавляем 160 грамм кокосового молока, 60 грамм сухого кокосового молока. Вы можете, конечно, использовать и обычные виды молока, тогда вкус чизкейка будет более сливочным, а в моем варианте он получится максимально кокосовым. Сюда же добавляем подсластитель. Если вы используете сироп, то замените им часть жидкого молока. Закрываем крышкой, которая защитит от любых брызг. Выставляем режим под номером 2 и нажимаем кнопку включения. Этот режим измельчения занимает 1,5 минуты. При этом блендер сам сделает всю работу и сам выключится. Блендер Raw Meat я выбрала за то, что он справляется с теми задачами, которые не под силу другим блендерам. Измельчение орехов и семечек в пасту, зерен в муку, сырых овощей в однородное пюре, замороженных фруктов в мороженое. Благодаря высокой мощности, скорости до 50 тысяч оборотов в минуту и прочному японскому ножу, блендер справляется с такими задачами играючи. Но когда он у меня появился, я стала использовать его даже для обычных ПП-тортов. Настолько это удобно и быстро. Прямо в процессе измельчения можно воспользоваться толкателем, если требуется соскрести со стенок массу. Ссылку на свой блендер и промокод на скидку я оставлю для вас в описании под видео. Блендер выключился, сырная масса стала однородной и полужидкой. Тем временем растапливаем набухший желатин. Можно в микроволновке, можно на плите. И переливаем его в блендер. К моменту добавления желатина масса должна быть комнатной температуры, иначе он свернется. Когда нужно просто тщательно перемешать, я использую ручной режим. Выставляю на первую скорость и перемешиваю буквально 5 секунд. Добавляем 85 грамм кокосовой стружки и также тщательно перемешиваем. Перекладываем сырно-кокосовый слой на подготовленную основу. Разравниваем лопаткой легкими потряхивающими движениями.
Можно немного потрясти всю форму. Накрываем пленкой и отправляем в холодильник примерно на 4 часа до полного застывания. А пока приготовим глазурь. Замачиваем 2 грамма желатина в 12 граммах холодной кипяченой воды и оставляем набухать по инструкции. В сотейнике соединяем 120 грамм молока. У меня обычное, но можно использовать и кокосовое. 10 грамм какао и подсластитель. Перемешиваем и доводим на плите до закипания. В горячую массу выкладываем набухший желатин. Тщательно перемешиваем. Сюда же добавляем 25 грамм шоколада без сахара. У меня молочный. Также тщательно перемешиваем до его полного растворения. К моменту добавления шоколада масса уже немного остыла, и ее температура не выше 80 градусов Цельсия. Глазурь полностью готова. Остужаем ее буквально несколько минут. И заливаем на застывшую поверхность чизкейка. Снова отправляем чизкейк в холодильник как минимум на полчаса. Когда чизкейк полностью застыл, снимаем с него форму, ацетатную ленту и декорируем на свой вкус. У меня это просто листики мяты. Вот такой простой и лаконичный декор на блестящей глазури. Давайте же разрежем его. Простой и вкусный разрез. На мягкой песочной основе расположился вкуснейший сырно-кокосовый слой. Он очень нежный, и в то же время в нем встречается кокосовая стружка. Она не жесткая, а уже более мягкая и пропитанная за счет большого содержания жидкости в чизкейке. Все это под слоем вкуснейшей молочно-шоколадной глазури. Легкая солоноватость сырного слоя прекрасно сочетается со сладким кокосовым вкусом. Вместе это очень вкусно и красиво. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!